Здравия и ума желаю всем слушателям. Зеролитовский Презентс дарит новый цикл рассказов о Зазеркалье из рубрики «Ничего себе». Опять иду по джунглям, засекая ловушки и волчьи ямы вражин. Оказался жирный клоп, взял бумажник кольцам мишуру. Будет поиграться чебуру. Знают и Одесса, и Ростов. Ой, куда девался мысль? Все в порядке, никаких проблем. Заворачивай. Пошли. Все вместе. Почему ты всегда к друзьям придираешься? Потому что мы такие простые люди. Из-за этого мы такая лохая добыча. Что будет с нашей страной? Прямо как в старые времена. Мы ж ни в чем не виноваты. Какие ваши доказательства? Ну что, граждане тунеядцы, хулиганы, алкоголики, кто хочет поработать? Перед тем, как окунуться в вертеп бандерлогов и ихнего главного качества, маленькое вступление о неком привидении, который гулял по России. РАО ЕС. Российская энергетическая компания, существовавшая в 1992-2008 годах. Была монополистом на рынке генерации и электротранспортировки России. Компания объединяла практически всю российскую энергетику. Штаб-квартира РАО ЕС России находилась в Москве. К слову, штаб-квартира — это про войска, про военное. С вами воюют уж давно. То сокращение для дураков это обозначает единая энергетическая система ЕС. Но, как и водится всегда, сокращение оно указывает на истинное положение вещей, как из ФРС какой-нибудь, который является в первую очередь головой змея. А там, как может кто знает, вырабатываются яды змея в голове. Оттуда поступают к нам шекели. Самый сильный яд, который отравил и убил сотни миллионов людей по всей планете. Намного больше, чем все те экранные войны ваши. И это есть привидения, а юридические лица все являются официальными привидениями. Их видят все, но их нет у нас в физическом облике. Это иллюзия и обман, в который верят все бандерлоги. Зато платят здоровьем и жизнью, но это для бандерлога не имеет никакой стоимости. У него стоимость есть только в шекелях. Все, что не можно оценить в шекелях, для бандерлога не имеет никакой ценности. Как сказал, по-моему, Жванецкий, это очень богатый мир, в котором нет никаких ценностей. Это привидение, по-моему, было предназначено для разрывания на куски плоти Иисуса СССРовича. Приватизация была такая процедура, во время которой разрывали и делили собственность Иисуса жиды, как и описано в Новом Завете после распятия. Как стервятники жиды всегда, гиены и шакалы.
И они всегда работают там, где разрывают трупы и на них кормятся. Не только медицина, но и приставы, адвокаты, судьи, администраторы банкрота, банки, микрокредиты, коллекторы и так далее. Там может работать только жид. То есть существо без сознания, совести, морали и других чести и так далее. Кстати, при той дележке всех нас сделали подельниками в форме разного рода ваучеров и инвестиционных чеков, как у нас. Суть все равно сводилась к одному. Взяли те, которые все это и затеяли. И, по-моему, Чубайс как раз и был главой того РАО ЕС. Главный вор и бандит. Хоть и подставной. Сами понимаете, что вор и бандит может участвовать только там, где происходит воровство и бандитизм. Неужели думаете, что вор и бандит будет участвовать на утреннике каком-нибудь детском? После 2008 года это привидение помножилось на другие привидения и приказало долго жить. Цель достигнута. Единая система разорвана на части. Если кто не понял еще, так себя ведут оккупационные войска. Они разоряют и сжигают все на территории побежденной, да так, чтобы страна дураков никогда больше не вспомнила об свободе какой-то. Это момент, когда фашисты покидали деревню и оставили старуху на кровати в фильме «Иди смотри», когда уже все сожгли. Мы находимся уже на той стадии фильма. Ну и попробуем понять, чего такого сказало нам то привидение, чего мы можем прочитать на надгробном камне. Само понятие РАО должно наводить сомнения, так как такого образования формально по закону не было. Были акционерные общества, АО, а российского акционерного общества не было. Но нужна была буква «Р». А зачем она нужна была, как думаете? Ответ ясен и очевиден. Нужна она была для слова «ра», что у дураков свет какой-то, а у умных это зло, безумие и дурь. Ну, дурака, сами понимаете, все наоборот, ведь это в порядке вещей в дурдоме. Я за всю жизнь не увидел никаких доказательств того, что ра и безголовость — это есть свет. Но почему-то дураки в этом уверены. Понимая, что ра — это тот же кака в греческом, можно это уже читать как какао. Какао ес. Злая вода, вода безумия, злые они, безумные они, дураки они, вода дури, дурман, можно сказать в переводе. Ну, энергетика дуристанов, оно и держится на какао, на канализации, которые в больших количествах обеспечивают разные там Лондон, Париж, Москвы, Пекины и другие собиратели говна из санины, бандерлогов. Или думали вы тут для чего-то другого заведены? Переработка ядовитых отходов, рабство и гавах. Вот и все ваши функции. На большее, сами видите, вы не тянете. Обрезанность мешает. Вы не можете никак голову включить за жизнь, получить доступ к записи, вспомнить все, получить нужные навыки и разум. Великое оружие здесь в странах дураков. Навыки нужны и разум. Не дают вам, вас обезоружили. И давно уже. Демилитаризовали, как ту Германию в сказке. Вот это то, что сделали с вашими головками боевыми. Так вот, тот РАО заведал всей каломассой и тем самым ВВП страны дураков. И, по-моему, оно было как-то связано с Европейским Союзом. Второе слово ЕС, это же сокращенно Европейский экономический союз. А так, то это ЕС. С. Это просто буква С, что дает и упрощенное понятие Европейский Союз, что само по себе дает понятие С, огня в иврите, или слово есть в латыни. Также это может быть деревом в иврите. Можно читать как какао огня, злая вода, вода дури, вода безумия огня. Звучит весьма волшебно и мистически.
Так оно и есть. Мы живем в мире, где бандерлоги ничего не понимают. Им что дали хавать ложь, они ими той ложью насытились и все знают. А то, что они тут обезьяны на побегушках и рабы, это им не сказали по телевизору. Они этого и не знают. Главное им человеческую жизнь не показывать. Да они ее и боятся. Человеческая жизнь, она непроста среди обезьян. Вон в фильме «Планета обезьян» показали те мытарства человека. Это если упростить хождение по мукам. В аду, в темноте кромешной, в Шеоле среди безумцев острова проклятых. Как думаете, тому маршалу среди тех пациентов было весело? Вот у кого еще кукуня не совсем поехавшая, имеет возможность чего-то тут поиграть и в детектив некий себя занять, побыть среди разума, читая книги, смотря фильмы. Дуракам политика и гоя политика устроена, футбол и другие игрища, да зрелища гладиаторов, чтоб подыхали, спускали гавах и пребывали в коме, в тех коконах, которые показали, когда Нео проснулся. Вон это все болельщики, вот эти кричальщики православные, вот это все. Вот они там смирненько так лежат, запакованные со своими, значит, иконами, идолами и другими шекелями. И развлекали публику на небесах своими муками, слезами и драмами. Вот такое тоже роль прекрасная. Вы же любите бандерлоги, слезливые драмы по телевизору про рабынь разных и варваров? Вот вы сами играете в такой драме, что называется у вас жизнью. Я это еще читаю как простой лозунг. Зло, безумцы, дураки, они Европейский Союз. Вот такой вот плакат на всю страну, которого, по-моему, никто не прочитал. Нет сил. Сил хватает на дуре синеву, на жопной, а для головы только как осталось. Хотя некто рядом, он всегда подсказывает, помогает, как тот капитан Немо, но заметить это, увы, не удел зомби монгольских. Ну, с одним жопным делом закончил, пошли в самую яркую примету безумия, самую главную черту бандерлога – его величие. Это как часть диагноза психически больного. Я это называю проще – хуцпа. Но та хуцпа в странах дураков возведена в ранг науки и политики. Вы были хорошие, умные, здоровые и сильные, но в прошлом, не теперь. У вас деды мертвые были бравыми солдатами, победили Гитлера, а вы немного отстали. Но не унывайте, вы всегда это можете повторить. По сути, все эти прошлые дела, они как-то перенеслись в вас. Вы унаследовали все те подвиги, все те победы, и всю ту ученость, и всю эту изобретательность вы носите в генах, в крови. Любое время скок на танк и поехал брать Берлин из Мухосранска. Или в самолет запрыгнул без парашюта. И полетел бомбить, значит, Берлин. Вот говорят, некто Пушкин гениальный сочинитель, или Достоевский, или Ломоносов. Вы же себя отождествляете как-то с ними, с теми привидениями выдуманными. Как-то вы себя так лучше чувствуете, да? Вам там это все так массажик сделали? Неплохой такой. И сразу рога с хвостом выросли. То же самое с Великой Победой, которой не было. С теми походами, которых не было. С теми плаваниями, которых не было. С изобретениями, которых не было. Это не только у нас так. Это повсюду такое же. Хуцпа вместо мозгов. А что? Это даже лучше. Напрягать мышцу не надо, думать не надо, а только врать. Вон кто наврал вам про Великую Победу, подбросил материал и пошло-поехало.
Сколько понаписали, сколько понасочиняли, о боже мой! И медали, и ордена, и степеня, и жалования, и профессора, и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вам открою маленький секрет, который вам давно, как басня Крылова, писана. Хочешь победить? Наври дураку и эгоисту о том, какой он великий. Он сам тебе все отдаст и побежит удавиться еще. Победить можно, убедив в своем поражении. Противник он перестает сражаться, ведь он победил и стал великим победителем. А тем временем в замке с победителя сняли штаны, положили его, как бы поставили на четвереньки и так хорошенько отодрали, но все время голову держали напротив экрана, где показывали парад победы и, значит, все те там парады, где бросали фашистские эти флаги. О. Вот что такое хуцпа и ее результаты. Это что ни на есть самый большой искривитель зеркал в королевстве кривых зеркал. Первое место это шекели. Второе это хуцпа, которая изыждется на шекелях. Врут, конечно, физиологические лжецы, жиды, но враки они всегда с упором на шекель славные. Чтобы, значит, ободрать дурака, забрать все, испить кровь, украсть время, здоровье и жизнь. Так в аду идут боевые действия с демонами и чертями. Или как думаете, война священная идет? С танками и самолетами, что ли? Да. С каким вы самолетом подлетите в жидовский магазин или аптеку, или храм смерти жидовской? Как бомбить будете? А ведь враг там окопался. Оттуда вас убивают и ваших детей. Там укрепленные пункты. Доты, дзоты, вот. Это про это? А вы туда ходите и отовариваетесь? К врагу-то. О, умно. Да нет, этого страхнули по голове бандерлоги. Те железки — это просто метафоры и аллегории. Как с тем Шмайсером. Это алкоголь, это засирание головы какой. Вот как стреляют по вам. И убивают ведь, и ранят. И много поубивали, и ранили еще больше, и конца не видно. И слово потоп это про тоже просирание, обсирание головы. И вместо того, чтобы кончать себя, убивать и других, зомби он весело стучит по клавишам, просматривает видео и лакает разные напитки. Все больше и больше затемняя свою голову, превращаясь в животное. Так вот, буду разбирать то величие на составные части. Это, по сути, разборы хуцпы и заболевания, которые присущ как раз эгоисту, юдаисту и фашисту. Все это одно и то же. Когда это поймете, где у вас война, с кем и как надо воевать. И как отвоевывать свои мозги, свою землю от врага коварного, жидовского. Сам он не уберется и не уйдет. Он укрепленные линии возводит. Каждая рюмка и бокал пива — это уменьшение советской территории. Это увеличение территории коричневой чумы. Это возведение укрепленных линий. Вы все больше убеждаете себя, что пивасик и водочка, и кофеек, он вам полезен, он помогает. И минералочка тоже очень хорошо. Там электролит, значит, есть. Ну и попробуйте потом выбить вашего демона и беса из тех укрепленных линий. Он же это вы. То же самое с величием. Если вам чудится какое-то величие, ваше индивидуальное или коллективное в стране дураков и аду, знаете, вы больны. И с этим надо что-то делать. Самое эффективное — это процедура ТЗ. Обнулиться до состояния дурака, больного и бандерлога. И начать путь в светлое будущее. Признав, что не туда зашли под предводительством телевизора, телефона и жидов. Это быстрое чистилище, но оно трудное. Это значит разучиться всей той лжи, выбросить из головы всю вашу каку, почиститься. А это больно. Болит признать себя дураком и бандерлогом, осознать реальность. Но, увы, другого пути нет. С ложью никуда не уйдете, кроме ада.
Без того ведь коллективного величия у каждого есть и свое величие. Это можно по-разному оценивать. Кто шекелями величие меряет, кто домами, яхтами, заводами, победнее пластмассовыми жопами, сиськами, синими волосами, синевой на теле. Иные, как я встречал, мне показывал бассейн на крыше дома, фотку своего. И еще добавил, что у него один певец знаменитый на наш Эмират с ним в одном классе учился. Я так и обомлел, конечно. Как думаете, насколько великое существо, у которого бассейн на крыше и одноклассник певун жидовский, который его сегодня даже не признает? А еще есть сорт таких. А у меня какой-то умерший родич был профессором или князем или графом или что-то в этом роде. Ну, положим, даже не врут. Был такой. Так и что? Как это влияет на вашу персональную величину мозга и здоровья, да ум? По-моему, никак. Тем более, что титул и звания, они ничего не означают для меня. В плане это вообще-то человек. Обезьяну ведь можно назвать и профессором, и князем. В истории нам об этом красивую сказку сказали, где то ли Калигула, то ли Нерон коня сделал сенатором. Так это сказка об этом, об бандерлогах и ихнем величии, надутом и надуманном. И как бы сразу быка за рога, разговора много и так будет. СЛО апокалипсис сразу начинаю. Начну, пожалуй, с того, что великий в иврите это гадол или раб. Вы услышали, что есть великий? Это раб. Что в моем переводе дальше значит сумасшедший дом. Только в сумасшедшем доме могут быть великие. Это про рабство и дураков. Так что величие сразу причисляем к качеству и признаку раба, что и требовалось доказать. А чтобы рабы и сумасшедшие не поняли, что они рабы и сумасшедшие, на то и нужно то разное величие, великие победы, великие поэты, да изобретатели, которых, поверьте, чат GPT и шляпа египетская программа вам наделать сколько надо, но в прошлом. Ну или в образе Перельмана или Пелевина он принимает. Тоже ведь великий ученый, который доказал чего-то, что я даже не совсем и понимаю. У сумасшедших свои фишки. У них там квантовые теории, да высшая математика, что давно же превратилось в форменное безумство без логики. Ну, сами понимаете, что получится от чего-то логического, если подпустить туда дураков в массе. Дураки начинают соперничать и выдумывать свою дурь разную. Ну и все. После непродолжительного веселья из любого предмета или устройства, или организации остаются рожки да ножки. Это как запустить шакалов на труп, значит. Ну, так и сидят. Что и случилось с образованием. Напустили туда дураков на шекелях и рухнуло все. Стало бизнесом. За шекели. Я недоумеваю, как это дураки разного рода все еще говорят об образовании, культуре, медицине и все измеряют шекелями. Вы как себе это представляете? Вам заплатили шекели и вы стали умным или как? Или лечить научились сразу? А вот эта система все за деньги, это называется Германия, Алемания. Это и есть нападение Германии. Вот когда все за деньги сделалось, это все Германия под себя и взяла. Оккупация. Но вы спите дальше, спите. Другое-то слово в иврите гадол тоже хрень редьки не слаще. God all. God иго, God все, иго гада. Также можно читать как гадол, поднятие, возвышение, повышение куклы. Помните, Карабас Буратино взял да повесил на крючок. Формально он возвысил его, сделал великим среди кукол театра. Но тот не мог даже пошевельнуться. Как-то мне это напоминает Иисуса СССРовича, которому хорошенько так кольнули величием. Первый в космосе, ядерное оружие, сверхдержава. А это змеиное.
Это ложное. Отсюда и иго гада. Вот хуцпанутые, то есть великие, это не только рабы и дураки, а они тем самым и в иге гада, змея, и находятся. И не только внешнего гада, который всегда испытывает и берет дурака за причинное место 3 приемами: слава, власть и богатство. А не есть ли это источник величия у дурака? Несомненно, что слава, власть и богатство, но возвышает куклу, возвышает дурака, придает ему величие, его эго радуется. И пошел эгоизм, иудаизм и фашизм по всему миру. И давно его одолел. Так что тот сериал A Man in High Castle — это про реальность. Так что все те разные великие Петры, Екатерины и Александры — это есть рабы и гадолы, куклы. Не нашинское, не человеческое. В истории описано, что оно не человеческое и было. Вон раз и построили Петербург из гранита посреди болота, а там раз-два и поскакал Александр до Индии. Ух ты как, значит, ну попробуйте вот пройтись так пешочком. Без боев даже, никаких боев не надо. Вот так вот пройдитесь. Там с Греции до Ирана. Посмотрим. Как и теперь тех кукол у вас предостаточно германских заэкранных, но, как говорится, мозгов не осталось у ходячих мертвецов. Если хотите посмотреть документалку, есть такой старый уже фильм «Ночь живых мертвецов» Night of the Living Dead. Там как раз аккурат об 1989 году и говорят. Наоборот, лодаг. Я это читаю как лед серебра нагрузить серебром. А серебро — это деньги не только. Это также и заглушка, и затычка в голове. Как и деньги сами, так что величие загружает и закупоривает голову, делает джем. Отсюда и варенье, значит. И сами понимаете, какую коннотацию приобретает то величие. Это приобретает значение болезни и безумия. Иллюстрация тому все те безумства, что творятся под названием победобесие, бессмертный полк и все это другое. Это посмотрите как на проявление буйного безумства. И вполне узаконенного и нормального. Ведь многие они с этим не только согласны, но и приветствуют. Вот так зомби можете опознать. Он всегда великий. Он всегда в толпе, что и есть раб. Дальше попробуем то слово grand. Это и в английском, и в французском, по-моему, тоже великий. Тут сразу можно увидеть тот немецкий Drang, Drang nach Osten. Drang — это анаграмма, Grand. Ну, все великие, они делают Drang во всех смыслах. Их распирает от величия. Великая Германия, Великий Израиль и все такое. Это туда все, это о том же. Великобритания. Но самое, по-моему, понятное будет это читать через литовский. Грандине, грандинес — это цепи. И в цепях грандин в корне есть как раз величие. Grand. В величии дословно и есть грандине, цепь. На цепь садят величием. Это о рабе идет речь. Раб, он сидит в цепях невидимых не только в долговых и ценовых, но и той лжи, которую рабу навешали в форме макаронов о его величии. А раз раб великий, то как он может быть раб? Да нет, Бандерлог великий — это не раб. Нет. Вот так садят на цепи целые народы дураков. Я, насколько понимаю, великую историю уже получили не только литовцы, которые завсегда хуцпанутами были, но и киргизы, казахи, туркмены, таджики. У турков тоже великая история. А Армения тоже в разряд великих причислена, как и Великое княжество
Разве раб будет бежать от такого господина, который ему наврал об величии раба и дал шекели еще? Неужели великая и незалежная Украина побежит от рабовладельцев? Ей вон сколько красоты налепили, и самую великую синагогу сбацали. Узнаю почерк, он всегда одинаковый, как и Майданы. Тот же узор, те же сказки, та же кровь и мучения. Гранд, гранде. На литовском это еще и скрести слово. Гранде, грандите. Поскрести по сусекам. С тем скрести, поскрести, это про крест, конечно же. И некий секретарь Сталина, тоже нам говорят, был Поскребышев. Скреб все чего-то там. Небоскреб, оно про это. Кстати, прекрасный пример величия жидовского болезни. Это как одна глупость, ода глупости и жадности. Небоскреб, он же в принципе такой строится из-за жадности и гадности. Площадь занимает ту же, а профита вон сколько. Сколько бандерлог можно запихнуть в небеса? Только тут выходит, как всегда, порча бандерлог. Бандерлог должен жить на земле, на дне морском. Ему максимум 3-й этаж, чтобы заземление было какое-никакое. 9-этажки советские уже чересчур. А теперь чего понастроили? И ведь дуракам нравится. Смотреть сбоку, может, еще как это выглядит, но уход за такими зданиями, порча здоровья, затмение солнца, да другие неудобства, это все идет во вред. Но великим бандерлогам это никак не мешает. Когда видите такие страшилища, подумайте о том, что жило до нас. То, что жило до нас, было более технически продвинутым. И не срали. Так вот, они высоких зданий не строили при всем техническом превосходстве. А бандерлоги, сами видите, чего понаделали. Переплюнули. Особенно в тех аравийских пустынях. Там безумие расцвело пышным цветом, судя по фотографиям. С тем Наполеоном американским Нью-Йорк еще куда ни шло, там только Манхэттен застроен уродами, и солнца там не видать на дне. Остальное более-менее. Кстати, кто не любит солнце, как думаете, кто спит днями и по-всякому избегает солнечного света? Да, это вампиры. А еще это жиды. Вот они поэтому такое и устраивают, чтобы солнце и небо не видеть, и ходят там в тени, они и сами тени, без антенны. Им свет не нужен, они существа тьмы, витамин D им противопоказан. Ходячие трупы, walking dead. Переводя по-другому, работающие мертвецы, walking dead. Кстати, некий демон под именем Дио, Бог, пропел в 1984 году песню «Egypt, Chains are on», «Цепи надеты». Вот ведь как угораздило пропеть-то аккурат в 1984 году. Все по Орвелу. Дорога в плен, в дурь холерную. Год спустя бахнули перестройкой. Поперли к Египту, к Нилу, в цепях и кандалах. Скованные одной цепью, связанные одной целью, пел некто Бутусов в году 1986. Просто случайные совпадения. Не включайте мозги, не надо, все и так обойдется, бандерлоги египетские. Убивать вас не будут, зачем? Вы ж такие самые лучшие, великие. Идем дальше по учебнику по психиатрии. Листаем раздел про величие, в котором все эти слова и указаны. В английском это great. Peter the Great, как говорится, зачал ту тарелку Петри для экспериментов. Русское поле экспериментов, пел Егор Летов. Первым-наперво это производное от слова серый. На английском grey это серый.
Т это просто знак или ты. Great я перевожу как серость. Серость, кстати, оно на серу указывает. Не забывайте. Это весьма полезно, если хотите понять, как палит Бог Содом и Гоморру. Серостью, величием. Также great на литовском это быстро. Schnelle, schnelle arbeiten du Schweinehund. Fast и fastов это про быстроту и про факт. Помните, может, кто? Так что все те великие, они тем самым и серые, и серные. Кто бы сомневался. Вон они собираются в темноте, и где пахнет серой. Еще и кадилом пшикают. Почему пшикают, сейчас узнаете. Серый на немецком это grau, а на литовском пилка, пилкас. Тут можно увидеть литовское graudu, грустно, и пилк, наливай, лей на том же литовском. Чтобы пить, надо наливать. И потом грустно становится все больше и больше, и наливать и пить надо тоже все больше и больше. Вот такой тот серый волк у нас. Без серого, серного и быстрого тут можно читать и град, просто не выговаривая букву «Р» полностью. На немецком это гребень, край, вспышка, блеск, сверкание, яркий свет. Как говорится, вспышка слева, вспышка справа, и дураки погибли. Дурак теряет разум быстро и надолго, когда ему много блесток и светов прожекторов бьет в глаза. Напомню, кажется, Одерская наступательная операция была, где светили якобы немцам в глаза прожекторами. Величием. А величие, сами понимаете, ослепляет. Вот и вас ослепили. И надолго. Ну, может, с Божьей помощью в форме серы и огня придете в сознание как-нибудь, когда-нибудь. Выговорить тот град можно и как жрать. Ну, с жратвой у великой все в порядке, по-моему. Любят это дело. Профессионалы по жратве и синеве. Большие гурманы разных наркотиков и явств. Величие – это информационный наркотик. Его дозы нужно увеличивать, как и с другими наркотиками. Ну и самое, то почему на великих надо пшикать кадилом, это я читаю как герат. Выговаривая букву Г, получаем тут грейт, град, герат. Устройство, инструмент, приспособление, машина, оборудование, инструменты на немецком. Тут и намек, что великие, разные себя возомнившие, самые тут важные великие, являются устройствами, девайсами, которым прилагается при себе иметь технический паспорт, что и есть Ausweis. Это свидетельство об невменяемости, об выходе из света, об выключке, я бы так перевел, из света, Ausweis, out of the light, что в принципе есть отключение от питания. Из света попадает в темноту, а это и есть ад и шеоль. И там вас ждут славные ряды вермахта в полном порядке, без суеты, без мыслей, все как вам нравится. Ползать по церквям только надо, да водку жрать. Герат, напомню, есть и такой город в Афганистане. О, немецкое слово. Нормально тогда? А так-то это устройство на немецком я перевожу как «земля крыс», «я крыса», «земля оценки», «я оценка». Что такое крыса, есть видео. Это не те безобидные твари на 4 лапках. Это про двуногих крыс, которых показывали в мультфильме про Нильса Крысолова. Вот по сути то, что ходит и думает оценкой и ценой, то есть денежным мышлением, поблескивая те зубы, это и есть самый великий тута. И, конечно же, устройство. Это роботы, боты. Также я это читаю как «герат». На войне военный чужой у чужого. Все великие, они в плену у чужих. Они есть чужие. Они мертвые в отношении человека.
И, конечно, немчура очень воинственна. Жиды, они весьма воинственны. Пойдите в свои храмы смерти, убедитесь. Они грабят там и убивают каждый день. Попробуйте узнать, сколько трупов отправляются на кладбище оттуда и в крематорий каждый день. Офигеете. Заменяя тот ад, как английский на русский к, слышим гярк. А это на литовском пей, что уже в английском значит плати. Великие очень любят синеву и запои. И самые великие, они самые запойные, я заметил. Величие хмелит и ударяет в голову. Так что пшикают кадилом на великих крыс, как и полагается при санитарной обработке крысоловом. К слову, может, кто ел или помнит тот маргарин Рама. Я уже не буду вам говорить, из чего это делается, может, сами кто уже понимает. Это без всего другого можно читать и как рата, крыса или установка, установленной неизменной латыни. Производство устройства вот так и делалось и крыс. А вы думали, вас травить открыто будут мышьяком? Открывать бутылочку с надписью «Яд» и «Мышьяк» и так высокопарно подливать вашу пищу. По поводу отравлений есть специальное кино «Яды» или всеобщая история отравлений. Вот можете посмотреть там. А после химических ядов всегда следуют и другие германские танковые клинья, информационные яды. И особенное место тут занимают яды величия, эгоизма и всякое такое. Звезды там разные, значит, политики, медальки, ордена, шекели. Про одну медаль вашинскую как-нибудь расскажу, если не забуду в будущем далеком. Наоборот, тот град есть тарг, что есть в слове английском target. Цель, мишень, задание, нацеливать, намечать. Набиуллина там очень много употребляла то слово таргетирование. А на польском, по-моему, это базар. Ну, у германцев и жидов все и заключается в базаре. Это у них великое изобретение на всю ихнюю жизнь. Базар они всю жизнь тут и превратили. Рождаются в базаре и в базаре умирают. Мы живем в большом базаре, как и показывали в фильме «Идиократия». Там вот зашли в тот торговый центр, а там все, включая на юриста, можно выучиться. И вашей жизнью заправляют цены и стоимость, то есть крысы. Не так ли великие египтяне? И ваш этот большой базар называется «Свободный рынок». С теми крысами напомню, что в иврите Египет оно называется Мисраим. Вместо мис можно вставить синоним слова в иврите на русском раб, рабство, то мис, и получаем рабраим, рабство, раим. А вместо раба можно вставить уже понятие великий и получаем, что Египет это не только дурка безумства и безголовости, им. Не только раб безумный и безголовый, не только рабство, безголовости и безумие, но и великое зло, крыса злая, безумная и безголовая крыса, цена и стоимость в цепях зла и безумия. Тот раим можно перевести как с ра, с безумием, безголовостью, с дурью. На английском мы знаем тоже такое слово, но звучит medieval. Формально это средневековье, но дословно это с безумием, со злом, с безголовостью, с дурью. Это не хронология, это психиатрия. И мы окунулись в средневековье аж 1980 года как минимум. Если вместо Раим это записать как Рим, то получаем Мисс Рим, а наоборот слышим до более знакомое слово уже в литовском. Мирсим. Помрем. Вместо мисс в иврите, вставляя раб, рабство, получаем и такие понятия: раб, рабство, Рим, Великий Рим, Крысиный Рим, цепи Рима. А уже переворачивая тот Рим в нужную сторону, нам говорят, что это рабский мир, мир рабства, великий мир, крысиный мир, цепи мира. Вон сколько можно узнать у слова Бога, если уметь читать, да голову на месте иметь неотрезанную. И вам такое жиды не покажут. Они шибко боятся разумных, у них в дураках все должны быть. Только тогда они умными будут.
и господами. А в других языках Египет, помните, это обман и дрессировка животного, заставляние петь и пить. Великий тот Египет, без сомнения, и в нем проживают великие египтяне. Черные, чумазые, дохлые, пьяные, мертвые, но великие. В прошлом их кто-то великороссами назвал. А пить, напомню, это не только яма в английском и майя, тем самым заглушкой jam, но на литовском это герти, что указывает на чужого, гер, и войну на французском тоже гер. Германизация, оно вот такое широкомасштабное явление. Отчуждение от души и сервера при полном несопротивлении жертвы. К слову, с тем miss, рабство в иврите есть такое слово в английском misinformation. Это как дезинформация, но в мягкой форме. Misinformation — это когда ретранслятор информации не понимает, что транслирует он ложь. Так вот, в моем переводе это и есть рабство информации и рабская информация. И ретранслирует ее, конечно же, рабам и рабы. А тут еще добавьте другое произношение того слова в иврите «мис», что есть «масс». По-моему, уже говорил об реке «масс». И получаем слово «mass information». Это то же самое. Misinformation и mass information. Масса — это в социальном контексте, это рабы. Так и переводится. Множество, большинство. И тут можно только добавить одно слово — средство. И слышим: средство массовой информации. Средства масс-информации. Средства мисинформации. Это в сокращении СМИ. И это и есть агент Смит из фильма «Матрица». В самом слове уже сказано, что это misinformation, информация для рабов и ложная информация. Рабам верную истинную информацию не дают. От этого вы и тупые такие. Но уверены, что значит вы такие великие, что вас информируют обо всем мире. Да нет. Вам голову отрезали, и вместо нее поставили телевизор. Вот что вам сделали. И у вас в голове ничего не осталось, только телевизор. Вы ничего более и не знаете, только то, чего вам телевизор показал. Только там вы еще ориентируетесь, за экраном, а в реальности пустота, тьма и тишина. И скрежет серебряных зубов, несомненно. Больше ничего и нет. И той тишины и тьмы вы боитесь и сразу опять лезете в телевизор. Там светло, там всегда для вас светит солнце. И может уже кому-нибудь дойдет до пропятой головы отбитой, что это не может быть истина. Рабам никто никогда никакой истины не дает. На то они и рабы. Сами ведь знаете, истина вас освободит. Значит, пока у раба истины нет, он и останется рабом. Египет на том и построен. Вечный и великий. И сами же знаете, сколько лжи рабской вы знаете и ретранслируете. В голове больше ничего и нет у вас. Очистить не хочется. Пропадет хуцпа ведь о своей значимости и великих познаниях, да знаниях разных бед, какунов, перунов и женских энергий. Тут куда ни плюнь, там профессор и лежит. Говоря уже об этих виртуальных средствах, масс информации, знаете, где видите большие цифры подписчиков и просмотров, знаете, это средство массовой информации. Это информация. И вдруг облезлая, безумная, болеющая холерой обезьяна обнаружит себя голой и у разбитого корыта. А так-то у нее империя и титулы, и профессора и знаний, и паровоз изобрел, и в космоса полетел, и дядя архиерей. Апокалипсис он такой, я бы сказал, депрессивный для дурака и раба, даже да. Придется говно увидеть, не только вокруг, но и в зеркале. Спадет величие,
как нам в сказке исторической показали на примере Германии. Уже великие были, и так бодро ходили, и флажками махали, и «Хай Гитлер» кричали. А вот потом немного их остудили. Это была сказка, конечно, но это урок, который мы теперь уже проходим в боевых полевых условиях. Мол, все эти ужасы, все эти приемы, они давно исписаны и даже сняты на киноленту не пойми кем. И выдам большой египетский секрет из самых, значит, что ни на есть секретных архивов Ватикана. В Египте фараон то знает, с кем имеет дело, и не намерен ничего менять, а только дальше скотинивать жидов, превращая в скотину и стадо. Так легче управлять, и тем легче будет показать зеркало для героя. В принципе, ничего не надо, никаких идей. Водка, кока-кола и величие транслировать, да, масс-информацию. Как думаете, лишенная разума дикая обрезанная обезьяна, напичканная великими таблетками с ложью, будет раболепно лизать жопу разного рода арбайтсюдам, которые тут у вас уже давно стали самыми умными и продвинутыми? А если не будет лизать, как думаете, плеть шарфюрера Вишневского возымеет силу? Ответ в простом, в эгоизме дураков. Эгоизм дураков – великая штука, на ней строится вся страна дураков. Вон в какую систему себя построили дураки, диву даешься. И все за счет эгоизма. Хочется наверх вылезть. Хотя это иллюзия, никакого верха-то нету, никакой власти нет, просто нагайка денежная в руках. Смрада ложного наведено, истязают друг дружку в концлагере смерти, который дуракам описан как рай земной. На колючих, значит, проволоке окружающей там висят названия, значит, там всякие полиция, министерство, там все такое. И все, ходят и не верят даже, что там, что это на все на проволоке. И охотно верят. Эгоизм заставляет верить. А эгоизм, может, кто помнит, это и иудаизм, и фашизм. Так что никуда бегать за фашистами не надо, и в синагогу ходить тоже не надо, в зеркало загляните. Там уже оно. И с таким контингентом не только Египет можно выстроить, но чего-то и похуже. Вот и видите, как быстро выстроили-то свой Египет и свой концлагерь смерти. Никуда ездить не надо, раз и построили. Дорога — это жизнь. Своей жизнью и построили себе концлагерь смерти. Это везде описывается как путешествие, значит. Пошли из Египта, потом пришли в Египет. Это нет, это пустыня, там вошли в пустыню. Нет, это просто жизнь ваша. В ад попасть, это через жизнь все. Никуда не надо. Не бегать, не ездить, не летать. Все приходит само собой через материализацию каки в голове. Эгоизм, который, сами знаете, очень любит басни про величие, индивидуальное и коллективное. Индивидуально профессор великий, а коллективно великая Россия, великая Литва, великий Израиль. Присутствие величия, эгоизма, хуцпы и фашизма делает очень простое со скотом. Скот перестает плодиться и перестает развиваться от слова совсем. Только недовольство, то есть сатана, катана, может этому помочь преодолеть рабскую робость. Естественное состояние любопытства тут отсутствует совсем. Все наготово. Послушали фашиста, убили время и познали великие знания. То есть налили порцию свежего говна в какоприемник. У детей еще бывает любопытство, но эту ошибку быстро исправляют. Для скота и раба не надо быть любопытным и совать свой длинный нос куда не надо. Не так ли бандерлоги египетские? С тем грейт, град, серостью, серностью и жрать, да крысами во многих языках есть такое слово гратис. Бесплатно, безвозмездно. Самое любимое слово у крыс. В крысиной системе денег они любят получать безвозмездно, но отдавать безвозмездно не согласны. Величие оно вам выдается безвозмездно, как паек.
Проживаете в России, вам выдается величие российское. Живет раб в Литовском Эмирате, получает бесплатно величие литовское. Вот. Ну и так далее. Это как, роба, значит, тюремная. Это вместо неотравленной пищи и воды, как витаминки дуракам в дурдоме. К слову, бесплатно это бес платит, плата бесу. Бесплатно бывает только сыр в мышеловке, в крысоловке. Первая доза наркотика всегда бывает бесплатной. А если хотите, чтобы цены не было, то надо выговаривать безплатно. Вот тогда будет это все правильно. С тем величием и эгоизмом тесно связано понятие пиар, общественные сношения в какоголовы разного рода эгоистическими жидовскими штучками, что зомби называют самовыражение и творчество. Нет, это хуцпа и ничего более. А хуцпа — это выражение эгоизма. Величие — это качество эгоизма, иудаизма и фашизма. Все фашисты великие. Если не они, то ихняя Германия с Израилем или ихняя родня какая-нибудь. Сами рабы и скот, но Германия и Израиль — это рай на земле, самые-самые. Это и к другим фашистам относится. У всех великих та же хуцпа идет. И в Америке, и в Литве. Хотя, по сути, везде Германия и Израиль. Америка только как сопутствующее явление пустыни, так как в таком состоянии человека не остается. Человека сжигают и шекелями, и жидами, и змеями, и желаниями. Пиар, напомню, это пир, что есть огонь на греческом, и пир на русском. Наоборот, рэп и рейп на английском, изнасилование. Вот вам еще один источник огня. И ведь говорят, что надо себя рекламировать, пиарить, продавать. Это и есть хуцпа, эгоизм и фашизм с иудаизмом. Когда себя продаете, то все, ничего и не остается. Только раб. Вон как вербуют в ряды славного вермахта рабов. Великая страна — это изнасилованная хуцпой страна. Так что, если хотите исцеляться, уменьшайте дозы таблеток величия во всех отношениях. Ее теперь и так уже уменьшают, показывая реальную картину. Возможно, что-то величие уменьшат до состояния пыли. И увидел Адам, что он голый. И пропали Поповы с радио, и Ползуновы с паровозами, и Менделеевы с таблицей, и Никола Тесла с Эдисонами, да Беллами и Резерфордами рентгеновскими. А появилась надпись на всем: хуцпа жидовская. Ну и без русского великий осталось в моей обойме немецкая гросс. Гросс alles капут, как говорится. Вон тут интересно тоже будет. Может, кто слышал о тех гросс-адмиралах германских? Нигде такого нет. А вот у германцев были гросс-адмиралы, то есть великие адмиралы. Дениц и Редер, по-моему, насколько помню, в Третьем телефонном рейхе были. Первый прием, что тут можно сделать, это превратить первый «г» в слово «ге» или «же». Земля на греческом или «я» на французском. Выговаривание полностью буквы «г» дает вот такие слова. Остается «рос». «Рос» — это конь на немецком. Ну или «рос» на русском. Вырос, рос, да. Я конь, земля коней. Конь, само собой, дает опять значение обмана, заключенного сна сына ума. Земля обмана, я обман, можно прочитать. Земля заключенных, я заключенный. Вспоминая, что Египет — это обман, получаем значение земля египетская, я Египет. Гросс. А вот дальше следует невообразимое у бандерлогов. Тот «я», перемещая в конец спереди, видим всеми знакомое слово «рос». «Я». Вон где Египет-то библейский. Россия. И вот почему у вас орел двуглавый. Это от величия.
В чем-то величие, по-моему, я уже разобрал. Рабы, дураки, крысы, жиды, оно в великом количестве. А вот чтобы выйти из Египта, сами понимаете, нужен Моисей, Ленин. Душа и отрицание отрицание. Но у дураков это отсутствует напрочь и надолго. Никто слов и не читает, и не понимает по причине дури несусветной и отчуждения от ума. За что казнь? За невежество, лень и незнание родного языка. Тут можно понять, почему герб США, он с одной стороны и глаз беспамятством, обливион и зомби, а с другой стороны это египетская пирамида. Оно две стороны одной медали. Рабство, обман, зомби и рабы. И это все о нас, так сказать, о великих исследователях великих потопа, что, кстати, говорит об обмане. Потоп обмана — вот что настоящий потоп в Дурляндии. Misinformation, disinformation, malinformation. Все это средства массовой информации. Вас и топят, если еще не поняли. Тут дураки давно с ума сошли, не понимают, где они, чего они, кто они. Телевизор говорит, что человек цивилизованный и образованный, а реальность говорит, что обезьяны больные и сумасшедшие. Вот и привет шизофрения и двоемыслие по Орвеллу. Я предполагаю, что умышленно при Иисусе СССРовиче слово «Россия» как бы не употреблялось. Вместо России был РСФСР или СССР. Причина этого такая, что это Египет. А Иисус СССРович вывел из Египта и тюрьмы множество рабов, дав дом и другой мир вместо тюрьмы и дурки. Но дуракам как-то это не совсем понравилось. Они, значит, водки нажались и обратно поперлись в Египет. Это описано в Библии. Рабы пошли обратно в Египет. Далее Гросс на литовском это будет играть. Это не только в смысле играть на музыкальном инструменте, но и играть роль некую. Вы же в своих масках играете разные роли в Египте. Вот оно и в слове «Россия» отмечено. Россия играет роль, великую роль, с этим не поспоришь. Египет. В том спектакле для дураков Дурдома. Вон какая страшная роль теперь. Агрессор и нападальщик. Всадник на красном коне. Война. Вот отсюда и все эти перипетии. Вы ничего не понимаете, потому как спектакля не видите и не знаете либретто, а оно играется. Планета слово, это от слова сеть игровая. И приходится торкаться постоянно зомби-телевизором, так как у него жизни-то нет. Он живет в спектакле для дурдома и сам является дураком, если так мягко выразиться. Убери у зомби телевизор, он с ума сойдет, у него будет ломка. А так регулярно торкнулся и на диване ждет смерти своей второй. Спокойный, упокойник уже. Иные продвинутые уже смотрят и торкаются не телевизором, а говном из интернета. Тоже хорошо помогает. Они там чего-то открывают, чего-то исследуют, постигают потопные дела и женскую энергию. Да, дураки те еще. На свет Божий такое уже не пойдет. Из Египта уйти трудно. Это и есть убежать из концлагеря смерти. К слову, тут еще с тем еще есть интересный поворот. То слово «я», конь, же, рос, заменив рос немецкий на сус в иврите, слышим же, сус, Jesus. К слову, в латыни сус это свинья, но тут берем за основу иврит. Так что Россия это и Гросс, и Египет, и Иисус, и играет. Крысолов играет на дудочке, чтобы крыс из Египта вывести. Вот так вот исход делается. И вот можете теперь более-менее представить, что такое есть Großdeutschland. Это же про Россию, это включает Россию. Россия, Германия как-то можно перевести. Отсюда нам говорят, что объединение России и Германии это очень опасно для чего-то.
Я когда-нибудь разберу, что такое тот Deutschland, тогда еще интереснее понятия раскроются. Это не Германия ведь в переводе, это совсем другое название. Кстати, Россия и Германия — это сестры-близнецы. Фильм «Пестрая лента» об этом. Фильм Балабанова про людей и про уродов. Там они были показаны мальчиками сросшимися. История с опозданием, но как копирка идет. Да и вожди германские там и там. Гимны такие же нам даются на слух. Сюда и британский тоже. God Save the Queen. Там тоже германцы, замаскировавшиеся под англичан. И английский — это германский ведь язык. Помню, как где-то читал, что вот как это угораздило немцев, народ Шиллера и Гёте, стать Третьим рейхом и понастроить концлагерей, все такое, значит, там жиды сидят и там вот это все такую несут. И несут, и пишут. Так это с любым может случиться, надо только заняться. С нами проделали то же самое. Вроде очень культурные и цивилизованные, а скатились до скота и очень быстро. Удавка и шекеля они сделали. Все. Фильм «Визит дамы» в помощь, кому не доходит, как это устраивается. Кроме того, все эти Гёте да Шиллеры с Пушкиным и Достоевским — это хуцпа. Все это творчество робота, если упростить. Бандерлоги к этому не имеют никакого отношения, кроме как являясь моделями описанного. С нас пишут картины, с нашей жизни, но сами мы этого не можем заметить. Нужен взгляд со стороны. Обезьяна себя обезьяной не считает. Напомню закон природы. Бытие, или точнее быт, определяет сознание. В какие условия поместили обезьяну, такой продукции и получите. Когда бытие становится свинским, то и сознание становится свинским. Не так ли, великие бандерлоги? И тому множество примеров. Не только Литва, не только Россия, не только Германия, но и весь этот чудесный мир закрытого режима, где в городах много диких обезьян. Человеков тут всегда было мало, да и только исключительно потому, что заставляли и приучали быть человеками. А только сняли те сдерживающие узы, залили бензином и поперло. Вмиг стали великими египтянами, попав в Шеоль и египетскую тьму. И побежали на свободу в темноте. И по кругу. А свобода у свиней — это всегда рабство. Так что тот лозунг из романа 1984 «Свобода — это рабство» — это правильно записали. Когда-нибудь подробнее объясню, почему это вот так выходит. А добавляя понятие «Христос» к этому, значит, Jesus, Christ, видим и падение. Крест на литовском — это падать. Вон те операции падения у Гитлера. Фау. Иисус Христос — это Гросс падает, Великий падает, Россия падает, я, конь падает, обман падает, Египет падает. На апокалипсис указывает, так как обман спадает вместе с покрывалами как раз во время апокалипсиса. Есть и другие понятия Christ, в том числе крыс, о них можете посмотреть в видео о Христе. Обманщик крыс, крысолов. С тем Гросс будет играть, видимо, слово «игрок». Я играю через литовский и «играй». Играй, невеселая песня моя. Играй. Я заметил в молодости, когда смотрел разные те концерты и группы, что некоторые играли на клавишных с названием «корг». Это можно прочесть как «корг», наоборот, «грок», «гросс». Великий будет играть или играй на литовском. Грок. Никакой мистики, просто слова на устройстве, что и говорят будет играть, играй, play. Как бы. А то слово игра, на что указывает и играть, и игрок, на английском помните game. Это и дичь, и кон, и счет. Обманка тоже. А я перевожу и как поднимай, опускай меня, или тот же jam. James. Можно увидеть. Games. Джеймс Бонд. King James Bible. Это про игру и про глушилку. Ну и в обойме осталось один патрон, великий слово на русском. О нем уже как-то говорил, по-моему, в видео об острой Пасхе. Это мы на литовском называем Великосту Пасху.
Это от слова русского «великий». И связано с Иисусом, с Гросвет Пасха. А так-то самое слово «великий», «велик» это же про велик. Так ведь называли почему-то велосипед мы великом. Великое дело на самом деле есть велик. Не так просто такое сделать, хотя выглядит неказисто, как бы на первый взгляд. У нас все выглядит неказисто с первого взгляда, а вот если подумать, то, батюшки мои, как такое могли бандерлоги придумать и сделать даже самые-самые великие? Когда думаешь, то и понимаешь, что бандерлоги ничего никогда не могли и не смогут только языками чесать, да хуцпу свою демонстрировать. Это дали бесплатно и много заключенным острова проклятых. Хуцпы тут хоть отнимай. Жили бы в раю, если можно было бы конвертировать аж хуцпу жидовскую во что-нибудь доброе. Ума тут никогда не было, любви, дружбы, а вот хуцпы хоть отбавляй. У нас также было некое сборище неясного сорта в эмиграции в те года, значит, Иисуса СССР, очень называлось ВЛИК. Комитет освобождения Литвы, значит, там сидели шекели, воровали шекели, значит, они там освобождали и языками чесали что-то. Это тоже велик, произнося букву В. Велик. Тут и дополнительные значения величия. В ликий, в лик. Ну, вспомните в ликово, в смысле лицо. В. Да, это нам показали в фильме V for Vendetta. Это был великий. По-настоящему великий, который поднял зомби на бой с самими собой и страхами да старыми истинами. Помните видео про Олд Бейли или уже нифига не помните? А так-то это может быть и понятие в лицо. Есть переход и в волков. Ликос, лики это волк-то по-гречески. А волк это народ по-немецкому. Фольк. Так что великий это и в народ. А самое, по-моему, главное в том великом, это есть Пасха, что есть воскрешение забитого, убитого, распятого ума бандерлога, что нам описано как история Иисуса Христа. Пасха же в иврите это произнесенное побуквенно на английском слово в иврите Паша, что есть мятежник, мятеж, бунт, бунтовать, восставать, нарушать закон. И это, могу вас уверить, по-другому не работает. Из Египта и обмана не выйдете, если не будете бунтовать и мыслить. Законы египетские, они сами понимаете, на что нацелены. На рабство и обман. Да величием пшикают регулярно и поливают сериями из разных устройств, как-то Россия молодая и тому подобное. И величие оно всегда про войну, и дурдом до рабства. Всегда. Английская война в war. Это наоборот и есть раб, дурка. Я заметил по жизни, что чем больше существо никчемно, тем больше нуждается во внешнем подтверждении своей значимости. А это про величие в массовом порядке. Выдам маленький секрет нашего острова. Чтобы заключенные сумасшедшие не взбунтовались по причине каторжного содержания на каменоломнях до смерти в цепях, им накачали, что они не заключенные, не сумасшедшие, и они самые великие. Тут все обустроили, все изобрели, все открыли, и потом даже в космоса, значит, вылетели. Ну, тут все, значит, сделали. А куда дальше? Ну, все в космоса, там к звездам и на Луну. Ой, идиоты. И живут себе на круглой земле. Летят куда-то, сами не знают куда. Да, это гарантия, что сумасшедшие никуда не попрутся. Самые крепкие цепи — это цепи лжи, в
который дебил охотно верят по свисту на гайке шекельной криками «Шнеллер, шнеллер, арбайтен, du Schweinehund», что выражено мягко рабочими отношениями у вас. Или вы находите, что аргумент слабоват? Я уже объяснял про то величие и тормоза на примере футбола в одном из последних видео. Так оно и работает. Это есть самая великая заглушка. Джем. Яма. Вместе с тем и хвост. Обезьяны ведь хвостатые. Вот хуцпатые есть хвост обезьяны. Слышите, как хвастается, значит хвостом машет, значит обезьяна. И остановить любое развитие, любое продвижение вот так и можно. Вам сказали, что ничего не надо делать. Вы уже самые разумные, самые умные. Что там читать, что там делать? Фу. Зачем? У него уже все сделано. Вон даже диплом есть. Высшее, значит, заведение закончено. Обезьяна. И все, и не надо в человека уже дальше превращаться. Вот так вот заглушивает. И вместо человека получаем игрока в игру или в пьесу, которую игрок даже не видит. Игра ему названа жизнью, хотя это всего лишь сахарок и шекели за говах и мучения в бегах по кругу в темноте. Вот игроки или актеры в Большом театре спектакля Карабаса-Барабаса и обозначены как великие. Убежать из спектакля можно, но нужен длинный нос, картина с камином и золотой ключик. В помощь разобраться еще одно слово на великом русском – великан. А тут нам говорят, что великан – это то, что является отрицанием великого. Ан, эн – это отрицание. По-моему, для этого нужно мужество оставаться с трезвой головой среди сумасшедших и явно видеть реальность. Наоборот, слово говорит наки – лев. Чистый лев, чистый разум. Иврит. Так что великаны это не про большой рост. Большой рост он и у дебила может быть. Великанами как раз были титаны в греческих мифах. Один из титанов есть Прометей, то бишь Иисус или Ленин, можно сказать. Пытался помочь и вызволить Бандерлог из застенков тюрьмы невидимой. Вон они как раз не были великими, они были просто великанами. В сказке той исторической для слабоумных детей. Если хотите посмотреть, как выглядит великан, запустите старый советский фильм «Коммунист». Там и увидите великана. Не жида хуцпанутого, а духовного, ментального великана. Не осталось великанов, померли или превратились в бандерлог. Выродились, как говорится, на планете игре обезьян. Так что оставьте величие потусторонним персонажам, это не присуще человеку. Человек должен быть великаном, а не великим. И его достижения должны измеряться добрыми делами, борьбой со злом, здоровьем и разумной головой. Все остальное от лукавого и от дьявола. Другое это маски и обман. Встали, завелись и пошли. Маршал Сталин. Дорогой друг, запомни, на свете ничего не меняется до тех пор, пока кто-то не начинает менять. И других способов что-либо изменить просто не существует. А ты все сгладил, всех успокоил своей липой.